За кликбейт извините. Тролли, как только появились в повествовании своими серыми персонами, так и перехватили все внимание фандома на себя. Из каждого куста, из-под каждого грибочка на вас выскочит по троллю. Можно как угодно относиться к этому, но люди просто обожают этих рогатых засранцев. Все это вылилось в огромное, и я имею в виду реально огромное, количество контента по мотивам. Рисунки, фанарты, хотя по факту это одно и то же, тролльсоны, оригинальные персонажи. Все это растет в великое множество. Оно, в общем-то, и хорошо. Часто все это крутится вокруг одной интересной, так скажем, концепции, номинально распространенной в альтернийском обществе. Номинально по той причине, по которой тяжело ловить черную кошку в темной комнате. Особенно, когда ее там нет и не было, но не суть. Общество, любое общество, построено на разных наборах абстрактных идей. Наше, к примеру, христианское, либо квазихристианское, хоть и к славянской культуре это относится в меньшей мере. В обществе же троллей существует социальный конструкт, который множеством людей воспринимается как вещь, существующая внутри их биологии. Это ген, это анцесторы, или предки, называйте как хотите. В истоках заблуждения них лежит то, что Homestuck очень сложен в анализе из-за своих нереальных объемов. Плюсом, они еще и в сюжете комикса напрямую мелькают, хоть и к повествованию о них относятся по-особому. Что ж, прежде чем что-то обсуждать в этом ключе, нам нужно разобрать, если можно так выразиться, теорию о биологической природе анцесторов. Если мы зайдем на вики и откроем статью про этих самых анцесторов, мы увидим, что сформулирована она так, что в ней черт ногу сломит. Информация, казалось бы, и правдивая, но оставляет она по итогу весьма однозначное впечатление. Сколь однозначное, столь и неправильное. К примеру, говоря о том, что анцесторы ответственны за внесение большей части генов в своих потомков, ссылаются на слова Эридана. Если что, этот персонаж хотел вести с наземными троллями войну на истребление. Завтра будет война. Из-за того, что он был привержен традициям своей касты. Короче, если это видео смотрят тролли, на самом деле люди взрослеют только тогда, когда убивают взрослого и забирают эссенцию его силы. Так что можете так и писать на своих тролльских вики. Со ссылкой на меня, конечно. Я это к чему? Будьте осторожны, если черпаете информацию из метаисточников. Не поленитесь перечитать какие-нибудь моменты из комикса. И если что, проверить все самостоятельно. Так вот, по этому представлению у каждого тролля есть определенного рода предшественник, ролевая модель и генетический побратим в одном лице. Обычно таким выбирается важная или хотя бы эпичная историческая фигура. Гамзи Макары и Великий Высшекровка, Терези Пайроп и Неофит Редглер, Мэдисон и Ангри Видеогейм Нерд, Заблоинг и Биг Флоппа. Вообще, забавно, что в фандоме подавляющее большинство аплодеров и инфлюенсеров, которого являются носителями левых идей, во всяком случае, теперь. Живет откровенно традиционалистическая и даже в каком-то смысле языческая концепция. Оно и понятно. Общество троллей для них стало воплощением всего, что долгое время демонизировалось внутри их культурной среды. Этот предшественник в определенном смысле родственник своего потомка. Кто бы мог подумать, конечно, но для альтернийского общества это достаточно экстравагантная концепция. По этой же теории, Бродирка и мать Рокси тоже отсылка к этой концепции, так как ее снисхождение ввела на Земле систему сбора генетического материала, подобную таковой на Альтернии. Вот и вся теория. Мы все знаем, как происходит процесс размножения троллей. Знаем же, ладно, неважно. Самый близкий факт из этого, что я обнаружил, так это странное упоминание о том, что наиболее доминантные гены в генетическом материале троллей находят большее отражение в выводке. Опять вот, прям вы бы об этом без меня не догадались. А количество доминантных генов, в свою очередь, зависит от силы квадранта.
Честно говоря, тут я вообще умываю руки, что это должно значить и что это сейчас за сила любви была. У меня один вопрос. Почему все помнят Данилу и Германа, но никто не помнит их вечного противника Джорджа Баджо? Ай, ладно, шучу, конечно. С кем тогда был сильный Кис Мессис? Ну или Мэй Сприт? У таких персонажей, как Служанка, или Неофит Редглер, или Гранд Хайблад. Комбат, батяня, комбат. Ты сердце не прятал за спины ребят. Пишите свои предположения в комментариях. Давайте разберемся с тем, что было на самом деле. Сильно ли вы удивитесь, если я скажу вам, что чисто технически Анцесторы и бета-тролли — это одногодки. Все известные нам игроки в Сбарб, опять же чисто технически, делятся на большие группы персонажей, которые были созданы одномоментно с помощью штатного эктобиолога. Джон Эгберт, к примеру, в свойственной для себя манере, создает своих друзей и своих опекунов неосознанно, просто потыкав кнопки наугад. Я не помню, был ли Каркад более информирован о том, что он делает, но факт остается фактом. И тут перед нами встает еще одна важная вещь – царапина, но о ней как-нибудь в следующий раз. Механика Сбарб работает так, что при царапине происходит тасовка метафизических констант, и игроки занимают роли своих опекунов. Скорее всего, миф об анцесторах был сформирован в альтернистском обществе самим фактом наличия таких эпичных исторических фигур. Плюсом, среда, в которой он формировался, явно более располагает к таким вещам. Вот об анцесторах в обществе Бефоруса мы не знаем практически ничего, кроме доцарапинной Фефери. Та упоминалась в контексте общего описания системы перераспределения гражданских обязанностей. В итоге анцесторов, в привычном понимании фандома, которое подчас бывает несколько вульгарным и подчас слишком просто смотрит на вещи, не существует. Отдельно замечу, что это не значит, что сейчас нужно бежать и отменять все, где они потенциально упомянуты как концепт. В конце концов, свобода творчества — это на то и свобода творчества. Вы не делаете ошибки, если вам хочется нарисовать своему фан-троллю анцестора. Этот ролик призван лишь популяризовать неочевидные факты и мотивы сюжета. В конце концов, душных людей не любит никто. Всегда держите это в голове, и будет вам счастье. Если ролик вам понравился, не забудьте подписаться на канал, оставить комментарий, поставить класс, рассказать кошке. Ну, вы и сами знаете. До новых встреч, друзья!